Бесконечным потоком на нас продолжают выливаться матчи мужской волейбольной лиги наций 2022 года. И раз уж я немного отстаю от графика, то в данном видео постараюсь охватить сразу 2 игровых дня. Точнее, попробую осветить результаты 12 матчей, что успели пройти за данный период. Но перед тем, как мы начнем, хотел бы поделиться информацией со всеми англоговорящими зрителями моего канала. Ведь многие из вас смотрят мои ролики с субтитрами. У меня также есть канал на английском языке, где я дублирую все свои видео. Так что если вам будет удобнее, то можете подписаться туда и смотреть видео на английском языке. Ссылку на англоязычный канал я оставлю в описании и подсказках. Ну что ж, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! За 2 первых игровых дня выработалась интересная тенденция. Если команда выигрывает первый сет, то либо она побеждает 3-0, либо проигрывает 1-3. После легкой победы в первом игровом отрезке немцы рассчитывали именно на первый результат, но, к сожалению для них, Аргентина выбрала для себя более приоритетный вариант. Аргентинский связующий Матиас Санчес более разнообразно вел свою игру, что позволяло его нападающим получать выгодные ситуации для атаки. Германия же выглядела более прямолинейно и заслуженно проиграла. Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной Германии Линус Вебер. Ему покорилась отметка в 19 очков. Статистика остальных игроков находится на ваших экранах. Единственной командой, кто убивался из тенденций, про которые я говорил ранее, была сборная Китая. Но в этот раз им не удалось плыть против течения. Ведь после первого взятого сета, где не сдалась игра у Юджи Нишиды, дальше у китайцев не оставалось никаких шансов. Помимо отменной игры от японского диагонального в последующих игровых периодах, Ран Такахаши начал вспоминать, что он еще и нападать неплохо может. Ведь в Италии про данное чувство он мог слегка позабыть. Самым результативным вновь стал Юджи Нишида. В этот раз ему удалось настрелять 26 очков. Протокол матча, как обычно, будет на ваших экранах. Продолжится ли традиция первых 2 матчей в поединке между Сербией и Францией, нам оставалось только догадываться. В любом случае, нам необходимо было дождаться, чем закончатся первые 2 сета, чтобы делать хоть какие-то глобальные выводы. А первый игровой отрезок остался за сербами, где они были сильнее со счетом 25-21. Французы, забрав первое очко во втором сете себе, дальше не позволяли Сербии хотя бы раз выйти вперед по счету. Несмотря на полный контроль, у олимпийских чемпионов получилось хоть на немного оторваться лишь к середине партии. Но, как выяснилось, этого оказалось вполне достаточно. Сербия так и не смогла ликвидировать данный отрыв до конца сета. Чтобы не угодить в ловушку 2 предыдущих дней, сербы активно взялись за работу в третьем сете. Да и французы никак не могли совладать со своей подачей, так что для Сербии не составляло труда свое лидерство удерживать. Но подобная близость по счету не могла обеспечить спокойной концовки для подопечных Игоря Калаковича. И матерые французы переворачивают ход игры в самой концовке и забирают себе третий сет. Матч вернулся к сценарию второй партии, где Франция сходу вышла вперед. Только в этот раз им все же удалось добыть хоть какой-то вменяемый отрыв, не дожидаясь концовки. Эйсин Лотти, что выходил на Олимпиаде лишь на усиление подачи, на данном этапе имеет чуть больше возможностей, чтобы помочь в этом элементе своей команде. У сербов также нашелся свой герой, который помог им приблизиться к сопернику. Им стал Павле Перич. Но в ходе финального розыгрыша Франция все же смогла дожать Сербию и продолжить традицию этого дня, победив 1-3. Самыми результативными игроками матча стали дебютировавший в Лиге наций этого года Стефан Буае и доигровщик сборной Сербии Павле Перич. Оба они смогли набрать по 22 очка. Я так полагаю, что до 24 июля, а именно тогда пройдет финал Лиги наций, кроме волейбола у меня посмотреть ничего и не получится. Ведь такой объем матчей приходится мониторить чуть ли не 24/7. Но потом нужно будет обязательно отвлечься и отдохнуть за просмотром каких-нибудь интересных фильмов и сериалов, либо крутых ТВ-программ. С чем мне безусловно поможет онлайн-кинотеатр Wink, где помимо 400 каналов в качестве Full HD и 4K, есть еще и огромное количество фильмов и сериалов, доступ к которым вы можете получить даже без интернета. Не знаете, что посмотреть? Умная система рекомендаций на основе ваших запросов подскажет интересный для вас контент. Да что уж там говорить, даже мой 5-летний сын обожает Wink, ведь при помощи функции управления просмотром и простой системы управления он может найти в программе передач и посмотреть свои любимые мультсериалы, а не ждать, когда же в следующий раз они появятся в эфире. Но самое интересное, что за все 1,5 месяца моего простоя во время Лиги наций я не заплачу ни рубля. Ведь я воспользовался уникальным предложением, и первые 60 дней пользования сервиса оказались бесплатными.
Данным предложением можешь воспользоваться и ты, а все, что для этого нужно, так это просто перейти по ссылке в описании или закрепленном комментарии и активировать промокод. И все, 60 дней халявы уже у тебя. Но я не сомневаюсь, что, как и я, в будущем ты останешься свинкой, ведь это реально очень крутой сервис. Спасибо, что посмотрели рекламу, а теперь мы возвращаемся к обзору матчей. Скорее всего, я вам уже надоел с этой информацией про шаблонный исход игр. Но что поделать, если и матч Нидерландов и США вновь попал в подобный список. Только данный поединок стал продолжением сухих встреч. Ведь без Немира голландцы ничего не смогли противопоставить американской сборной. И самое интересное, что как и в матче против Словении, Кайл Энсинг и Аарон Рассел вновь стали самыми результативными игроками матча. При этом они снова набрали по 14 очков. Статистика остальных участников встречи находится в данном протоколе. Возможно, вы подумаете, что я сошел с ума, но нет. Матч Польша-Италия дал лишнее тому подтверждение. Где-то за счет более надежной игры в защите и на страховке, поляки взяли контроль над первым игровым отрезком, который они достаточно уверенно оставили за собой, 25-21. Ничего не предвещало беды для Польши и во втором сете, ведь они начали уверенно справляться с диагональным итальянцев Юрия Романа. Да и сами поляки особых проблем с набором очков не испытывали, так что казалось, что все было под контролем. Но, как уже нередко бывало по ходу текущей Лиги Наций, все самое интересное команды приберегли на концовку, где на подаче Маттиа Боттала итальянцы смогли счет 22-20 превратить в 22-24, а чуть позже и закрыть сет. И как вы думаете, что произошло дальше? Италия сходу взяла бразды правления в свои руки. Но в этот раз для интриги в концовке места уже не нашлось. Так что итальянцы уверенно заканчивают второй подряд сет ошибкой соперника на подаче. Поляки сдаваться были не намерены, так что попытались оказать максимальное давление на соперника в четвертом игровом отрезке. Поэтому зрителей ждала очередная захватывающая концовка, где все и должно было решиться. Как и во втором сете, все решилось на подаче Маттиа Боттала, где итальянцы набрали 4 очка подряд, а также продолжили неприятную традицию для тех команд, что уступают во второй партии. Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной Польши Кароль Бутрин с 18 очками. Статистика остальных игроков по традиции находится на ваших экранах. Завершали третий игровой день сборные Бразилии и Словении. Я напомню, что Уоллес, Дуглас и Маурисио завершили свои выступления за национальную сборную, а Лукарелли и Леал пока недоступны из-за травм. Так что, несмотря на то, что обычно на всех турнирах за Бразилию выступают основные игроки, пока мы видим слегка экспериментальный состав. Но и славянский состав также далек от оптимального, так что неудивительно, что бразильцы вышли победителями из первого сета. Роберт и Можич сделали выводы после первого неудачного матча, так что теперь их взаимодействия выглядели куда лучше. Аллан, несмотря на то, что всегда был резервным диагональным в команде, все равно прекрасно сыгран с Бруно. Но как ни странно, исход сета решил Митя Гаспарини, который в 2021 году объявил о завершении карьеры в сборной Словении. 37-летний игрок не только был капитаном в этом матче, но и также помог Словении добиться победы во втором игровом отрезке. Перед домашними трибунами желтые явно не могли сплоховать, так что уверенно взялись за работу с самого старта третьего сета. Словения предприняла несколько хороших попыток, чтобы сравнять счет, только каждый раз Бразилия обратно возвращала себе преимущество. А поскольку джокера у словенцев в этот раз не нашлось, бразильцы спокойно довели дело до победы, 25-20. В четвертой партии для Словении трагичным образом повторился сценарий завершающего сета из матча со сборной США, где они уверенно справлялись с натиском соперника в первой трети игрового отрезка, а затем совершили два резких провала. Так случилось и в этот раз, и после камбэка до счета 17-13 они проиграли партию со счетом 25-16, а вместе с ней и матч. Рок Можич стал самым результативным игроком матча, словенец набрал 20 очков, вся остальная статистика находится в протоколе, что сейчас на ваших экранах. Бразильцам похоже, что удалось сломать матрицу, а проверить мы это могли уже на день четвертый, где сошлись Сербия и Аргентина. Сербы в свою очередь решили посмотреть сценарий у Бразилии, но сделать его чуть круче. Они начали свой поход с отметки 17-15. И выиграв 6 очков подряд, Сербия повторяет счет 25-16 из матча Бразилия-Словения. Во втором сете сербы не стали долго раскачиваться и вновь прибрали инициативу к своим рукам.
Нападающим Аргентины не удавалось стабильно реализовывать свои атаки, за что соперник их раз за разом наказывал. Так что Сербия громит оппонента во втором сете подряд, в этот раз со счетом 25-18. Похоже, что европейская команда слишком рано поверила в свой успех и посчитала, что соперник сам все сделает за них. Жаль, что у южноамериканцев на этот счет были совсем другие планы. И теперь уже они не заметили сопротивления со стороны противника и добились легкой победы 17-25. Игорь Калакович пытался менять диагональных в надежде найти того единственного, кто поведет за собой команду. Хотя какая разница, кто там у тебя будет нападать, если до атаки дело даже не доходит. А в это время у Аргентины даже связующий может неплохо приложиться по мячу и набрать очко. Так что на 2 разгрома со стороны сборной Сербии аргентинские игроки ответили 2 своими и сравняли счет в матче. Но теперь уже с Аргентиной это сыграло злую шутку. В этот раз уже они посчитали, что дело в шляпе. Немanja Masulović как вышел на подачу при счете 3-2, так и до счета 12-3 с нее не уходил. И кто мог подумать, что в 5-сетовом поединке вообще не найдется места для борьбы. Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Аргентины Лучано Полонски. Ему покорилась отметка в 18 наборных очков. Чем отметились остальные участники поединка, вы можете посмотреть на ваших экранах. Дальше по расписанию у нас следовал матч сборной Нидерландов и сборной Ирана, где после небольшого отдыха в строй голландской дружины вернулся Немир Абдель-Азиз. Ключевым здесь стал первый сет. Несмотря на то, что большую часть первого игрового отрезка по счету вели представители из Азии, концовка осталась за командой из страны тюльпанов, что в дальнейшем позволило им чувствовать себя комфортнее и уверенно забрать следующие 2 сета, а вместе с ним и матч. Ирану очень не хватало Милада Ибадипура, который в этой встрече реализовал лишь 5 атак из 16, а вот Немир Абдель-Азиз наоборот продемонстрировал отличный уровень игры и помог Нидерландам победить. Он и стал самым результативным игроком встречи, набрав 20 очков. Где можно посмотреть остальную статистику, вы и без меня уже догадались. Матч Болгария-Германия практически повторил сценарий между Сербией и Аргентиной, где также было 5 сетов, но равной игры мы почти не видели. Разве что во втором сете болгарская молодежь умудрилась упустить комфортное преимущество, но даже это не помешало забрать им игровой отрезок себе. В 5-м сете команды шли достаточно ровно, но капитан немцев Кристиан Фром за счет подачи решил исход матча. Как и в матче Сербия-Аргентина, самым результативным игроком встречи стал доигровщик проигравшей команды. В этом случае это стал Александр Николов, который набрал 23 очка. Возвращаемся к тенденциям и теориям заговора, без которых не обошлось и в матче Японии и США. Ведь по какой-то загадочной причине, как и в прошлом матче это сделал Немир, эту встречу пропускал Юджи Нишида. Но в отличие от своих американских коллег, сменщик Нишиды Кента Миура был очень эффективен. И 7 реализованных атак за первый игровой отрезок от диагонального позволяют Японии отобрать первый сет у американцев на этом турнире. Связующий сборной США, понимая, что Аарон Рассел с повышенной нагрузкой не справляется, переключился на Энсинга. И как это уже показали предыдущие поединки, Кайл с ролью лидера неплохо умеет справляться. И именно диагональный сборной США стал главной движущей силой в сете под номером 2, который американцы играючи себе забрали 15-25. Да, чуть не забыл сказать, что большую часть матча на скамейке просидел и Юки Ишикава. А в отсутствие капитана ни один из доигровщиков не мог хоть как-то помочь своей команде в нападении, особенно в 3-м сете. Единственным, кто продолжал оказывать хоть какое-то давление на американцев, был все тот же Кента Миура. Но в одиночку противостоять сборной США он был не в состоянии, так что американцы забрали себе и 3-й сет. Даже при всех этих трудностях Япония достойно смотрелась, так что появление Ишикавы могло помочь переломить ход этого матча. Но и у американцев за дело взялся Аарон Рассел, что был не так заметен в предыдущих сетах. Так что впервые в этом поединке нас ожидала действительно горячая концовка, в которой сильнее оказались японцы, так что им удалось перевести матч в 5-й сет, где Япония сразу пыталась захватить себе преимущество, которое американцы не планировали им отдавать. Но всего-то 2 неудачные расстановки похоронили все надежды японцев на успех в этом матче. Ведь в 5-м сете, как правило, не так много времени, чтобы успеть отыграть любое отставание. 9-15 США продолжают побеждать.
Как продолжает свой челлендж Аарон Рассел и Кайл Энсинг. Эта парочка уже третий раз к ряду становится самыми результативными игроками матча, но теперь они набрали по 20 очков. В этот раз к ним также присоединился японец Миура. Завершали игровой день два матча, первым из которых был поединок между Францией и Канадой, где отдых получил Эрвин Гапет. А если быть точнее, то он выходил лишь на усиление подачи, что в первом сете отчасти и принесло победу его команде. А дальше, не изменяя своим традициям, французы держали интригу до самой концовки, где они вновь все решали при помощи подачи. В этот раз палачом для соперника выступил Жан Патри, чьими усилиями Франция создавала себе гандикап, за счет которого и доводила сеты до успешного завершения. Но из-за того, что у диагонального в атаке дела шли не очень, самым результативным стал Бартелеми Шениньес, успевший заработать 15 очков, 5 из которых он добыл на блоке. А завершали весь этот марафон сборные Австралии и Словении. Рок Можич провел невероятный матч, где он реализовал 17 атак из 21 попытки. Просто фантастика. И помимо всей красивой статистики, именно 20-летний словенец был X-фактором в концовке каждого сета, где почти все брейковые мячи набирались через его нападение. Так что было очевидно, что он и стал самым результативным игроком встречи, записав свой актив в 17 очков. Чем там успели отметиться другие участники матча, вы можете посмотреть в данном протоколе. По итогам 4 игровых дней оставалось лишь 3 команды, которые ни разу не проиграли. Это Франция, США и Бразилия. Так что французы, которые при этом провели больше матчей, чем бразильцы, а также в отличие от США не теряли очков, держатся на первом месте. А Австралия и Канада пока даже один сет взять не смогли. Лучшим бомбардиром турнира пока еще остается Юджи Нишида, ведь лишь ему удалось преодолеть рубеж в 50 очков. Причем сделал он это всего-то за 2 матча. В списке лучших атакующих игроков японец делит первое место с Роком Можичем, лучший блокирующий французский центр Бартелеми Шениньес, ну а лучший подающий турнира американец Аарон Рассел, который сделал 7 эйсов, ровно как и Миран Куинджич из Сербии. Фух. Посмотрев 12 матчей за 2 дня, я попытался максимально компактно изложить для вас их в этом обзоре. Так что я очень надеюсь, что он вам понравился, и вы просто уничтожите кнопку лайка, как соответственно и кнопку подписки. В комментариях обязательно делитесь вашим мнением касательно текущих матчей и турнира в целом. Мне очень важно получать от вас фидбэк, ведь данные обзоры даются очень тяжело, а без вашей активности они вряд ли будут актуальны. Технические записи данных матчей доступны в моей группе ВК и Телеграм-канале. Все ссылки есть в описании. Где бесплатно смотреть матчи, я не знаю, так что можете в комментариях у меня не спрашивать. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.